Здравствуйте, меня зовут Леонова Анастасия Вадимовна. Я ветеринарный врач-терапевт-дерматолог ветеринарной клиники «Добрые руки». Ко мне очень часто приходят на прием с вопросом, почему наша собака линяет и вообще почему именно сейчас наша собака стала линять больше, сильнее. Мы убираемся, пылесосим и собираем целую собаку из шерсти еще. Конечно же, процесс линьки – это физиологический процесс, это нормальный процесс смены шерстного покрова. Луковица у нас продуцирует волос растет, через какое-то время волос набирает свою силу, дальше он умирает и отваливается, что является самим процессом смены шерстного покрова. Физиологическая норма линьки у животных 2 раза в год, если мы говорим о кобелях и о стерилизованных суках. Чаще всего это приходится на весну и осень, когда нужно сменить шерстный покров в зависимости от природной температуры окружающей среды. Почему я сказала, что у сук не стерилизованных от этого не зависит? У нестерилизованных сук линька зависит от цикла течки. Чаще всего линька начинается через 2 месяца после того, как прошла течка, после того, как закончился эструс. Это не зависит от того, будет ложная щенность у суки после течки или не будет, но линька в любом случае начнется. Будет ли эта линька сильнее? Все зависит от гормонального фона суки. Поэтому данная линька может формироваться и летом, и зимой, в зависимости от того, когда у собачки-девочки пришла течка. Как определить, патологичная или же физиологичная линька? Мы смотрим, безусловно, каждый день, мы знаем, сколько волос выпадает от нашей собаки. И если наша собака никогда не сбрасывала с себя много шерсти, а тут мы стали собирать клочья со своей одежды, с диванов, с пола, тогда, безусловно, это процесс патологичный. Если мы видим, что волос выпадает, когда мы трогаем собачку, шерстка кажется нам колкой, как будто ее подстригли, или же когда у нас выпадает много шерсти, и мы видим аллопеции, так называемые проплешины, недостаточность шерсти на кожном покрове, это является процессом патологичным. Почему такое может происходить? Самый простой ответ – авитаминоз, недостаточность витаминов, недостаточность питания. Причем здесь важно понимать, что под авитаминозом луковицы мы подразумеваем не только питание именно витаминами, макро- и микроэлементами, но еще очень важная роль играет потребление влаги животным. Если животное не допивает воду, то волос точно так же начинает уходить быстрее, и линька у нас усиливается. Какая еще может быть причина? Нарушение линьки афизиологичного содержания. Например, очень сухой воздух, включили отопление, животное перегревается. В этом случае у нас линька тоже будет усиливаться. Показатель ли усиления линьки нарушение обменных процессов внутри и какой-то патологии внутренних органов? Да, это тоже может быть причиной усиления сбрасывания шерсти. Например, гельминтные инвазии вызывают усиление линьки, различные поражения кишечника, воспаление кишечника, когда корм не может быть усвоен на все 100%, тоже вызывают у нас усиление линьки. Что же делать, если мы сомневаемся, что наша собака линяет сильнее, нам кажется, что усилилась линька? Конечно, лучше всего показать животное доктору. Доктор осмотрит шерстный покров, оценит количество шерстного покрова, количество выпадающего волоса при осмотре. Скорее всего, возьмет исследование на грибковое и бактериальное поражение кожного покрова и дальше уже скажет вам, по какой причине происходит данная патология. Возможно, доктор решит взять анализы на аллергические пробы, возможно, доктор решит взять анализы крови на гормоны в зависимости от возраста вашей собаки, или же потребуется УЗИ, если мы понимаем, что это связано с гормональным фоном, особенно у девочек, например, после течки. Как поддержать? Правильно нашу собаку, независимо от породы, мыть 1 раз в 3-4 недели. Возможно, вам покажется это очень часто, но, к сожалению, наши условия содержания животных не очень для них благоприятны, несмотря на то, что это может быть квартирное содержание, загородное содержание, вольерное содержание. Влажность шерстного покрова – это один из важных факторов здоровья кожи и шерсти животного. Поэтому
Желательно мыть животное 1 раз в 3-4 недели с использованием увлажняющего питательного шампуня и независимо от длины шерсти вашего питомца кондиционера, увлажняющего или питательного. Животное категорически не должно просыхать самостоятельно, высушить его лучше феном. Если питомец боится фена, то тогда использовать хорошо впитывающие полотенца. И наш питомец должен высохнуть за 2 часа. В любом случае, если у вас есть сомнение, что ваш питомец теряет больше шерсти, чем положено, понаблюдайте за ним пару денечков. Если эти сомнения у вас сохраняются, то рекомендую вам обратиться к ветеринарному врачу. Хорошего вам дня!